В наше время очень сложно определить людям... Чего, блядь? В наше тяжелое время, когда в интернете одни миллионеры, катающиеся на новых тачках салона, очень сложно людям объяснить, почему же все-таки ты занимаешься вот этим старым дырявым дерьмом. Я даже себе порой не могу найти ответ на этот вопрос. Удивляет меня состояние этой машины? Да нет, я уже в принципе привык. Уже 4 года. Достаточно, самое главное, одевать галоши, потому что вода заливается прямо в салон. Знаете, я такой человек, я мог бы ездить даже на хромой лошади. Но мне кажется, вот эта машина заслуживает лучшей судьбы. В подтверждение своего профессионализма я вам хотел бы показать результаты некоторой своей работы. К примеру, вот этой задней арки, которую я выварил из каких-то кусков железки. Сделал я это настолько точно, что бампер, ну вот чуть-чуть и уже почти... Знаете, у меня в жизни всегда есть такое интересное правило. Сначала в войну нужно ввязаться, а потом уже разобраться. И самое главное, это всегда прокатывало. Так что давайте посмотрим, получится ли у меня в этот раз. Толком не понимая все-таки, что мне нужно для этой работы, я пошел все-таки на поводу у продавцов в магазине, понакупав всякой вонючей херни, запасся кофе, засучил рукава и пошел в работу. Так как я не мог уделять этому ремонту все свое свободное время, а машина нужна была на каждый день, то этому ремонту сулило растянуться на несколько недель. Плюс еще погода была не очень хорошая, и она мешала. И то, что опыта у меня не было в таких работах, это тоже накладывало свой, так сказать, не совсем позитивный отпечаток. И поэтому на следующий день, когда я приехал и начал вырезать все ржавые участки моего автомобиля, картина, которая передо мной предстала, я был реально к ней не готов. Ну ничего не сделаешь, битва за мой любимый автомобиль уже началась, и отступить я уже не мог. Поэтому я взял себя в руки и просто начал делать. Make the booty bounce on the dance floor.
Окей, я знаю, что вы скажете, что это самые лучшие швы, которые вы когда-либо видели. Ну и кто я такой, чтобы с вами спорить? Поэтому для того, чтобы их сохранить, я вот изначально помазывал их цинкарем, она там все пошипела. Потом я вот этой вонючей херни под названием реактивный грунт добавил вот этого стекольного герметика, который больше похож на жвачку, он застыл. И наверх я это все обильно обработал своей любимой мастикой. Мастика, как я люблю это название. Если у меня когда-нибудь появится дочь, я обязательно ее назову Мастика. Ну что, друзья, я таки вырезал этот порог, я его обработал эпоксидным грунтом и мастикой, как это обычно у меня бывает, плюс еще герметиком для швов. Но я совершенно забыл, что я забыл приварить поддомкратник. Если задний поддомкратник у меня еще как-то сохранился, то передний поддомкратник абсолютно в мясо. И вот я долго думал, стоит ли его восстанавливать и, как обычно, домкратиться под рычаг, как я это обычно люблю делать. Я уже, в принципе, к этому привык. Но потом я подумал, а почему бы не попытаться и восстановить его хотя бы на один раз? А то мало ли что может случиться в дороге, и тогда как раз-таки этот оригинальный мерседесовский домкрат очень сильно пригодится. Но есть определенные особенности. Этот поддомкратник варится вот куда-то сюда. И особенности вообще конструкции этих поддомкратников в том, что они не крепятся самому кузову. То есть они крепятся контактной сваркой самому порогу. И таким образом и снизу, и сверху обеспечивает возможность поднимать машину вот этим вот домкратом вставным. Блин, ну вот вы только обратите внимание вообще, как выглядит этот поддомкратник, как мне его восстанавливать, я просто не понимаю. Вот его внутренняя часть. Я вот уже ее почистил и приварил вот к таким вот кусочкам железа. Мои швы, как всегда, шикарные, я знаю, это можете мне не говорить. Основная проблема в том, что он должен входить вот в эту дырку. Сначала нужно приварить его, потом, когда мы будем навешивать порог, чтобы он точно вошел в сам порог и с ним соотносился. То есть, а это сделать очень сложно, потому что это под наклоном там как-то этот домкратник. В общем, это большая проблема. И таких вот вещей в этой машине очень много, и поэтому это доставляет небольшие, мягко сказать, трудности человеку неопытному, как мне. Я-то знаю, что многие из вас эту машину могли бы за сутки переварить, но я нет. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely can trust you. I talked to a shorty, she bagging the bucket, and I'm Фух, ребят, ну, если честно, этот Мерседес меня вытрахал полностью. Я настолько заколебался просто, ну, вот уже месяц, понимаете, месяц я занимаюсь этой переваркой. Вот постоянно что-то нужно доделывать в этом Мерседесе. Вот какая-то фигня, да, и ты на нее тратишь целый день. Потом приходишь и смотришь, что из этого всего, что ты снял, ты можешь ставить буквально там 5 секунд, может быть, действительно, в это видео. Блин, просто, ну, очень долго это все снимается. Значит, что мы сделали? Я проварил весь
весь порог. То есть я заварил его с внешней стороны и под днищем тоже контактной сваркой. Все швы вот снизу я протравил цинкарем, потом обработал грунтом, потом наверх специальный стекольный герметик, вот этот, который для швов очень хорошо, и наверх мы еще добавим мастики. С внешней же части мы не можем никакую мастику наносить, потому что это некрасиво. Тут нужно будет поработать шпаклевочкой, то есть мне нужно будет все вот эти страшные абсолютно швы зачистить, потом нужно будет их отгрунтовать, добавить шпаклевки специально стекловолоконные и это все опять же отшкурить так, чтобы оно смотрелось все более-менее ровно. После этого нужно будет все красить. Конечно, я бы мог для вас, для того, чтобы вот этот проект был закончен, так сказать, взять баллончик, потому что у меня нету ни краскопульта, ничего, и покрасить это все с баллончика. Но в этом нет никакого смысла, я так подумал, потому что, знаете, этот проект с этой машиной никогда не заканчивается. Постоянно что-то нужно делать. Надо эту часть порога, задняя часть порога. Дальше надо будет еще под водительским сиденьем, под пассажирским сиденьем нужно будет днище проварить. Под пассажирским сиденьем особенно круто, потому что там находится бак, то есть это будет Санта-Барбара еще та, притом с элементами экшена, как вы понимаете. Вот, и все. Как только мы вот это сделаем, все, мы будем подготавливать тачку к покраске. Это будет один из самых кропотливых и интересных моментов, потому что будет наконец-то эстетическая часть, то, ради чего мы любим Мерседесы. Вот, конечно, основной из косяков был тот, что я не знал, как нужно правильно именно варить пороги, потому что когда дверь вот закрывается, вот тут мы можем заметить то, что порог неровно, то есть резинка, она тут больше прилегает, чем там. Это говорит о том, что порог варен криво, да. Если по этой двери как-то удивительно, но все сошлось, то по той двери, в общем, спасибо большое Максиму Ветеру, спасибо большое подписчикам, которые находят время для того, чтобы мне помочь, рассказать, показать. Среди вас есть очень много талантливых, действительно профессионалов своего дела. Я-то делаю все в первый раз. Проект не заканчивается, то есть дальше, после того, как мы с вами научимся красить, то есть и вы посмотрите, вот как человек, такой же, как и вы, как и я, без образования, абсолютно вот с руками, растущими из жопой, может ли он заниматься ремонтом самостоятельно. Посмотрев на эти все ужасы, я уже абсолютно отпало желание покупать машину с коррозией в порогах, особенно просто, потому что это столько времени убивает. Мы будем с вами искать следующий проект. И, кстати, напишите в комментариях, какой бы вы проект хотели, какую бы машину вы предлагаете взять для следующего проекта. Мне очень интересно почитать ваши комментарии. И хочу сказать, что большое спасибо, что вы меня поддерживаете. Я стараюсь исключительно для вас. Я делаю максимально качественное видео. Ну вот как получается. Вы видите, они меньше начали выходить, но они качественные. Это доказывает то количество просмотров, которые они набирают в последнее время. Да, кстати, если вы не смотрели прошлое видео, вот вы можете посмотреть гонку с BMW и как мы пытались из обычного Мерседеса сделать AMG, они уже набрали больше 20 тысяч просмотров. Если вы не хотите ждать, то есть вы не хотите смотреть одно видео в месяц, как это обычно, к сожалению, получается, потому что делаю я все сам, и ремонтирую, и двигаю процесс, и монтирую, и на это уходит большое количество времени, то вы можете подписаться на мою страничку на Патреоне. Там выходят блоги специальные, которые никогда тут не выйдут, они выходят каждый день. Там личное мнение, какая-то нюансы ежедневной работы с этой машиной, проблемы, с которыми я сталкиваюсь, и решения, которые я нахожу. Вот, спасибо большое, что вы меня поддерживаете. Ну, я буду максимально стараться для вас находить все возможные варианты в жизни, вот всю свою жизнь положить на то, чтобы вам было интересно, и чтобы как-то продвинуться на YouTube, потому что это очень непросто. YouTube это бизнес. Ладно, в общем, я заговорился, ребят. Спасибо большое. Мерс будет жить.